Всем доброго времени суток. Пока не начал показывать свои приобретения и делиться впечатлениями, хочу пригласить всех желающих в свою группу в ВК, где есть очень много полезной информации и даже музыки без авторских прав с моих выпусков. А ссылки на сегодняшние распаковки и группу есть в описании. И да начнется выпуск. Для начала распакуем обе эти посылки, а затем я расскажу, для кого могут быть полезны эти вещи. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days, still the people rage, am I not insane, can you stop and explain, why these drops are so lame, is money buying you fame, I'm fucking on, I'm killing it with this song, you haters can sing along, or go back where you belong, yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song, comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out. Итак, объектив для экшн-камеры Eken H9R. Распаковка этой камеры есть на канале, ссылки на выпуск будут в конечной заставке. Примечательной особенностью данного объектива, если конечно его так можно назвать, является угол обзора 90-28 градусов. Диафрагма M12 HD 2.8 12 мм f1.4. Что самое важное, это наличие в нем ИК фильтра. Без него картинка будет красной. Имеется также и зум, как, наверное, уже поняли из характеристик. Правда, он немного тугой для прокрутки, видимо, еще не выработался. В общем, данный объектив может снимать без эффекта рыбьего глаза, что будет полезным начинающим любителям поснимать. Вот, к примеру, несколько кадров с этим объективом, но вот то, что приходится снимать или доделывать переднюю крышку, не есть хорошо. Пока я не нашел, у кого можно купить отдельно эту самую переднюю крышку, и поэтому переделывать, а точнее допиливать, не хочется. Возможности у этой маленькой камеры очень большие, как и большое количество аксессуаров в наборе. Ссылку на все оставлю в описании. А теперь давайте перейдем к смартфону, который имеется практически у каждого, и посмотрим, что дадут эти линзы для него. В комплекте их две, одна для эффекта рыбьего глаза, вторая кажется, что такая же, только с большим эффектом. Но это не так, и предназначена она для макросъемки. Конечно, как таковой макросъемки из него не получится. Вот минимальное расстояние съемки становится еще меньше, тогда и понимаешь, как у тебя трясутся руки. Нужен штатив в любом случае, и на пару дешевых и довольно хороших вариантов ссылки есть в описании. Может, не все знают, но у данной модели экшн-камеры, она же Eken H9R, есть функция соединения по Wi-Fi со смартфоном, ну или с другим мобильным устройством, что позволит уже на большом дисплее контролировать весь процесс съемки. Думаю, потенциал смартфона уже оценили даже знаменитые режиссеры. А вот потенциал экшн-камер с объективами и всякими множествами дополнительных функций еще предстоит раскрыть. Я сам лично снимаю иногда на телефон, иногда на экшн-камеру, иногда на простую камеру, а вот зеркалке отдаю большее предпочтение. Хотя начинал с телефона, затем экшн-камера. После съемки с нее выравнивал угол обзора программно. Выпуск на эту тему есть на канале.
Затем перешел на камеру и довольно продолжительное время снимал на нее, но приходилось опять-таки программно обрабатывать картинку, делать ее насыщеннее. И с момента, как научился более или менее обращаться с зеркалкой, начал снимать на нее, а остальное просто в помощь. В принципе, на этом все. Буду благодарен за лайк и подписку, а колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. На этом мой этот выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.